Меня зовут Таранов Константин. Я являюсь потомственным врачом, хирургом. И у меня специфическая специализация – пластическая хирургия. В медицине я уже 17 лет, с 98 года. Пластическая хирургия – это основное средство, за счет чего я живу, развиваюсь. Но жизнь сложилась так, что мне пришлось играть в определенную игру, и последние 10 лет я занимаюсь цирком Шапито под названием XSA. Когда я приехал в Краснодар 10 лет назад почти, Константин сказал, что здесь будет столица летних экстремальных видов спорта. С трудом верилось в то, что это действительно произойдет, и это произошло. И это человек, которого не останавливают какие-то преграды, какие-то сложившиеся консервативные нормы и принципы. Я не знаю, зачем это все надо, я бы не занимался этим, если бы не катался, точно. Мог бы уже, такие деньги сделать, на чем угодно вообще. Суперхирургом стать там, или супер там бизнесменом, или... А он каких-то набрал шалопаев с улицы, собрал команду строителей и что-то пытается выжить вообще из этого. Забавно. Просто чувак вообще бешеный. Эта история началась в 2006 году, когда молодому краснодарскому хирургу Косте Таранову позвонили друзья из Москвы и попросили помочь, приняв участие в организуемом ими проекте в Сочи. На тот момент Костя не знал, что это за спорт, во что он вляпался, с чем связался. За 3 дня необходимо было построить скейт-парк для показательных выступлений. Для меня это было каким-то нонсенсом. 3 дня я не умею ни варить металл, ни работать по дереву. Тогда в России достаточного опыта строительства подобных объектов не было ни у кого. Стало понятно, что в одиночку с этим никак не справиться. Поиск людей, желающих помочь решить такую сложную задачу в столь короткий срок, казалось, обречен на провал. Но удача все же была на стороне Кости. Так появился Михалыч. Костик искал исполнителей, кто мог бы сделать горки быстро, там, за 2 суток. Как раз в тот момент, когда Сочи боролась за звание города Олимпийских игр зимних. За 2 суток сотворили мини-парк из металла и фанеры, которые грузили тут же на фуры и отправляли в Сочи. Задача была решена, скейт-парк был построен, и выступление спортсменов в Сочи прошло блестяще. Но на следующий день после шоу Костю ждало разочарование. Со мной не рассчитались за этот проект. Еще плюс ко всему, говорят, этот скейт-парк мы возим для себя. После этого момента я дал себе зарок, что пока не выведу экстремальные виды спорта в России на новый международный уровень и не доведу его до мировых стандартов, я не брошу это дело. Для того, чтобы заручиться поддержкой администрации города Краснодара, Константин решил создать общественную организацию – Ассоциацию экстремальных видов спорта XSA и стал собирать команду единомышленников. Бригада с полстраны собралась. Но в основном первый костяк был краснодарцы и москвичи.
В то время я выбил ангар, в котором нам предоставили место, где мы можем дислоцироваться. Я привел ребят в этот ангар и говорю, ну вот, первый этап у нас пройден. Мы начинаем здесь работу. Для многих был шок, где мы должны жить. То есть у нас не было вообще ничего. Через какой-то срок мы нашли первое наше жилище. Называлась она Бладхата. В ней жило 8 человек. В однокомнатной квартире посреди комнаты стоит душ, одна кровать, надувной матрас. Прихожая — это же и кухня, и за шторкой туалет. В течение 2 лет, сплоченная одной лишь идеей, команда, не покладая рук, возводила первый на юге России крытый скейт-парк. Мы начали давать показательные выступления, перестраивать эти ангары, делать что-то интересное, более современное. Мы выводили и совершенствовали радиуса, чтобы они были идеальны для катающихся. Но случилось непредвиденное. Когда большая часть ангара была уже застроена, рабочие, занимавшиеся электропроводкой в смежном ангаре и не знающие, что по соседству ведется подобное строительство, а прямо за стенкой находится поролоновая яма, при помощи автогена стали прорезать окно между ангарами. Произошло возгорание, и за несколько минут все сгорело дотла. В течение 5 минут все наши труды, которые мы делали в течение последних 2 лет, идут на смарку. Просто все сгорает. И вот так мы остались в тот момент опять ни с чем. То есть нам пришлось все начинать с нуля. В сложившейся стрессовой ситуации было понятно лишь одно – нельзя опускать руки, иначе вся команда развалится, и второго шанса уже не будет. Поиск решения привел ребят в парк 30-летия Победы. Никого не спрашивая, они решили построить новый парк прямо посреди леса на свои деньги, своими силами. Каждое лето на протяжении 5 лет мы перебирались с палатками в лес и строили новые фигуры. Архитектурные строения в виде трамплинов, рамп и перил постепенно заполняли лес, огибая деревья. Так появился самый масштабный проект XSA «Backyard», реализация которого заняла 5 лет. И мы решили провести мероприятие всероссийского масштаба. Никто опять не верил в это. Какого масштаба? Собрать всю Россию за 2 недели? Это мероприятие таило в себе такую энергетику, очень честную. То есть, когда у тебя есть попытка, мы тебя не прерываем, а ты катаешься, пока не покажешь полностью свой потенциал. И это получило вот реально отдачу. Один из важных уроков, который я понял в жизни, это то, что жизнь не только состоит из взлетов, но и из падений. И право лидера — это вовремя встать после падения, отряхнуться и пойти дальше. XSA — это не только я. Без людей, которые составляют костяк команды, вообще ничего не может быть. Все держится на этих людях. Каждый член
команды – это индивидуальность. Каждый в своем виде спорта достиг определенных успехов. Я катаюсь на скейтборде уже 10 лет и 9 лет занимаюсь строительством скейт-парков. В 2006 году переехал в Краснодар и познакомился с Костей Тарановым. Пришел на театр драмы и увидел, что собирают какой-то непонятный железный скейт-парк, а до этого скейт-парков вообще никогда не видел. Ну и решил помочь. Собирали этот железный парк сутки. Потом хотел попасть на это мероприятие, но не попал, потому что после этого еще сутки спал. Попал только на то, как его разбирают. Мы строили стрит-секцию на бэк-ярде, и там еще не было фанеры, и были только доски с промежутком там через одну. И я смотрю, какой-то тип приехал на Ниве, что-то вышел, что-то с кем-то разговаривает, ходит, там пальцами показывает. Там. И тут я решил спросить у Сэма, кто это такой, и он говорит, да, это Костян, он типа главный, он придумывает все проекты и руководит всей движухой. Где поворачиваюсь и просто вижу, как Костян делает шаг, ногой промахивается мимо доски и просто вот так вот, типа... Просто очень жестко втыкается. И все начинают, вместо того, чтобы помогать ему, начинают смеяться. И я такой, блин, он вообще живой. А все такие, да, это Костян, он так на каждой стройке делает. В принципе, так, чтобы сказать, что у каждого прям какая-то отдельная роль, я бы не сказал. В основном каждый проявляет инициативу. Если я вижу, что где-то есть свободный кусок работы, если что-то не доделано, просто бегу, хватаю, делаю, чтобы ребята смогли продолжить какой-то следующий процесс. Костян в основном работает за компьютером, но когда есть свободное время или поджимает сроки, может приехать закрутить пару тысяч саморезов. На протяжении 10 лет мы живем дружной командой и 10 лет видим и мусолим друг друга каждый день. Один из самых наших крупных проектов является скейт-парк в Олимпийском парке в Сочи. Когда мы увидели площадку, мы обычно шутим на площадке, но на тот момент шутки вообще не останавливались. Это была площадка размером в пол футбольного поля. И нам сказали, что мы должны за 2 месяца застроить ее полностью, огромнейшими фигурами, просто сумасшедшего размера фигурами. И для многих из нас, наверное, это было в стиле «да ну ладно, не может того быть». Сначала мы построили часть парка вне площадки, потом уже были готовы перенести на площадку, но нам сказали, что площадка будет в другом месте, и мы это 3 дня все перевозили вообще в другое место. Предпоследний день перед открытием, уже непосредственно перед контестом, мы докрашивали стрит-часть, и ничто не предвещало беды. На небе не облачко, но поскольку это Красная Поляна, горы, погода супер непредсказуема, за 15 минут образовался такой грозовой фронт, что просто полпарка краска утекла по ливневкам. Hey, what's up? I'm Kevin Praza. I'm 21 years old. I'm from Tucson, Arizona, and I'm here in Sochi, Russia, to ride BMX.
I was positively surprised because I've never been in Russia. It's my first time, and I didn't really know what I was going to. I would say this park is pretty much better than parks I've tried actually. Like the way they build the ramps, it was all solid, no bumps, all smooth, perfect. Предстоящий контест обещает быть очень жарким, потому что ребята из XSA все время экспериментируют с целью добиться каких-то новых и новых вершин. И, на мой взгляд, достигнута не то чтобы новая ступень, достигнут новый этаж. Наверное, самое важное качество – это делать все с душой. Именно понимать, зачем ты это делаешь, а не просто воспринимать это как работу. Парни выдержали просто нереальную нагрузку, но справились. И теперь в самом сердце Олимпийского проспекта находится крупнейший скейт-парк в России. Когда ты строишь, ты создаешь что-то свое, ты даешь этому миру оттенок какой-то своеобразный, тот, который ты бы хотел придать. Когда я начинал кататься, не было никаких условий. Сейчас, когда появляется малейшее сомнение о том, делаю ли я правильное дело в своей жизни, достаточно приехать вот в такой небольшой поселок и увидеть 30 малых, которые ждали этот парк, я не знаю, больше, чем Новый год. Для меня это имеет большое значение. Thanks for keeping BMX alive. You know, the future in BMX in Russia is amazing. Сейчас в Краснодарском крае стоит 35 скейт-парков, которые построили ребята своими руками. Ты выходишь на улицу, на главную в Краснодаре, и ты видишь BMX-ера, там какого-то велосипедиста слабенького, там на самокате кто-нибудь катится, на роликах, на скейте. Очень много экстремалов, популяризация бешеная. Пропала огромная пропасть, которая отделяла российских спортсменов от спортсменов международного уровня.
уровень вырос, потому что было на чем тренироваться. Если бы этого не было, ушли в другие сферы, и, может быть, не очень хорошие. А это сейчас как раз увлекает молодежь, отвлекает от дурных привычек. Я считаю, это очень здорово. На сегодняшний момент аналогов в России того, что делает одна маленькая команда, нету. Что-то неописуемое заставляет ребят собираться вместе и строить новый проект. Для каждого из нас, можно сказать, это является делом всей жизни.